Недавно для корейской версии MMORPG Throne and Liberty появились свежие подробности. Причем, вероятнее всего, все эти изменения и нововведения будут актуальны и для глобальной версии TL, так что давайте разбираться. И да, разумеется, не обойдем стороной вопрос так называемого RU-сервера. Хотя, судя по внезапно возросшему интересу к глобальной версии с моей стороны, самые внимательные зрители наверняка могут сразу догадаться, что с этим аспектом не все так гладко. И они, конечно же, правы, но давайте обо всем по порядку. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший маркер вашей поддержки. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм. Там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Goha.ru, и мы начинаем. Ребятки, если вы по какой-то неведомой мне причине до сих пор не определились с площадкой, которая позволит вам именно из наших широт прежде всего затариваться играми без всяких проблем, то у меня для вас хорошие новости даже. Во-первых, площадка, которая вам нужна, это определенно Keys for Gamers. Невероятное количество всевозможных предложений, новинки игровой индустрии, популярные игры, простая и быстрая покупка внутриигровой валюты, в том числе и в MMORPG, как оказалось. Здесь этот пункт тоже есть, 62 товара, и именно здесь я, кстати, окончательно для себя выяснил, что Fortnite это MMORPG. В скобочках, конечно же, нет, но это не отменяет того факта, что предложений здесь очень и очень много. Выбор обширен. Предстоящие релизы, игровые поинты, подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, очень много разного программного обеспечения, гифт-карты и многое-многое другое. Во-вторых, и это крайне важно, с нашим промокодом, вы никогда не догадаетесь каким, Гоха, вы получаете еще и 20% скидку. И вот с этой самой 20% скидкой цены на Keys for Gamers становятся максимально сладкими. Ну а учитывая то, что эта площадка еще и торговая, более того, она прежде всего торговая, и торговаться здесь не то чтобы запрещено, это разрешено и поощряется, ну я не знаю, есть что-нибудь более сладкое, чем и так максимально сладкое? Вопрос, разумеется, риторический. Кроме того, на Keys for Gamers, разумеется, нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. В общем, как вы понимаете, Keys for Gamers может существенно облегчить вам жизнь. Ссылка в описании и закрепленном комментарии, и не забывайте вводить промокод Гоха, оно того точно стоит. Итак, недавно на официальном дискорд-сервере TL Пак Гён Су, ответственный за так называемое возрождение этого проекта, рассказал о будущих изменениях, что ждут игру. Речь идет про руны более высокого уровня, артефакты, изменения, затрагивающие экипировку и оружие, ребаланс всего оружия и новые навыки для него, а также... Наверняка кто-то мог подумать, что добавление ру или вообще в принципе сервака с адекватным пингом для наших широт, но здесь у нас речь пока пойдет не об этом. Речь пойдет про добавление в игру Open World PvP. И кто-то может сказать, ну так блин, в Throne and Liberty и так было Open World PvP, но, во-первых, оно было, знаете ли, в таком достаточно ограниченном количестве, а во-вторых, не на постоянной основе. И вот в скором времени в игре должно появиться Open World PvP, которое, ну, насколько я понимаю, будет доступно 24/7, а не по расписанию. Давайте разбираться. Для начала давайте про второй сезон Challenge Dimensional Circle, в котором игрокам необходимо проходить усложненные версии кооперативных подземелий. Так вот, насколько я понимаю, в процессе должны появиться руны более высокого уровня, в качестве награды, разумеется. Причем это касается как максимального уровня, так и минимального, что позволит новичкам не чувствовать большого разрыва с ветеранами. Далее момент, связанный с экипировкой и оружием, а если говорить более точно, вещи качества Тир 2 и архибосс оружия, которое, как считают разработчики, необходимо усилить, а также пересмотреть характеристики всей экипировки, что можно получить в новом регионе Таландре, причем с акцентом на самых слабых и непопулярных вещах. И это, на мой взгляд, то, что необходимо сделать. Вот мы недавно отыграли на буст серваках, и там действительно можно было достаточно просто обзавестись Тир 2 оружием, Тир 2 экипировкой, и, знаете, ну вот в нынешних реалиях плюс-минус так оно и должно быть. Вот на обычных, имеется в виду, серваках, без буст серваков, потому что тот прирост по боевой мощи, скажем так, для персонажа, если смотреть на те затраты, да, которые необходимы на получение и прокачку Тир 2 оружия, Тир 2 экипировки, они несоизмеримы совершенно. Соответственно, Тир 2 оружия, Тир 2
2 экипировка должны быть проапаны, чтобы вот эта вот качественная разница ощущалась лучше. Ну а если говорить конкретно про экипировку, оружие, ну вообще в принципе то, что было добавлено с добавлением региона Таландра, то, ну, да, здесь тоже надо все перерабатывать, потому что, знаете ли, создается такое ощущение, что добавлено это все было как будто бы немножечко от балды. Ну, или на скорую руку, тут уж кому как больше нравится. Далее идут артефакты, которые, я напомню, должны были появиться в игре уже 21 августа и добавлены не были, по двум причинам. В связи с необходимостью дополнительного тестирования этой системы и в дополнение к этому в связи со слабыми показателями по освоению игроками добавленной ранее системы рун. Иными словами, действительно, игроки еще не освоили систему рун, которую добавляли недавно, поэтому добавлять еще одну новую систему, при том, что не разобрались с предыдущей, как-то рановато. И есть время ее как раз-таки дополнительно оттестировать. В любом случае, добавить систему артефактов планируют в октябре 2024 года, так что, ну, в принципе, ждать осталось недолго. Также готовится серьезный ребаланс всего оружия в ПВЕ и ПВП, причем на текущем этапе в приоритете именно ребаланс ПВЕ оружия. Нет гарантии, что все балансные правки будут установлены одновременно, и, возможно, этот процесс затянется на несколько патчей. Что же касается новых навыков для оружия, то работа уже ведется. Планируемые изменения должны быть связаны с расширением системы стражей, которую скоро анонсируют, а также с навыками, основанными на комбинациях оружия. Касательно второго пункта, потому что с первым непонятно, надо ждать вести от разработчиков, так вот, касательно второго пункта, как я понял, это будет реализовано следующим образом. Мы берем любое сочетание оружий, там, ну я не знаю, там, арбалет, двурук, к примеру, и помимо того, что у нас появляются два вида оружия и навыки, которые сопутствуют этому всему, у нас будет появляться и еще один дополнительный навык, свойственный конкретно для вот этого сочетания оружий. И так, собственно, будет по всем парам оружия. Что, как по мне, конечно же, хорошо, потому что добавит реиграбельности. Насколько я понимаю, там даже панель быстрого доступа расширится, то есть, ну, вот это вот все будет перерабатываться, дорабатываться. Короче, блин, да, все, кто играет на Корее, я уже об этом сообщал, все участвуют просто в открытом бета-тестировании, после которого им даже, скорее всего, спасибо не скажут. Напомню, 21 комбинация оружия присутствует в игре прямо сейчас. Соответственно, можно рассчитывать на 21 новый скилл с сопутствующим расширением панели навыков персонажа. И если вы спросите меня, а как это все будет ложиться на скорее отсутствующий, нежели наличествующий баланс в игре, я вам отвечу, а хрен его знает. Скорее всего, ложиться будет хреново. Ну и, наконец, чуть ли не главное нововведение, которое, что называется, наныли. Да, действительно, для духовной наследницы линейки, как бы сами разработчики от этого статуса не открещивались, у Tron and Liberty слишком мало Open World PvP контента. А тот, который есть, как я уже говорил, завязан исключительно на расписании, что понравится далеко не всем. И игроки, в общем-то, об этом NCSoft недвусмысленно неоднократно намекали прямым текстом. Потому что, ну, действительно, вот захотел ты, допустим, поучаствовать в PvP, и у тебя, по сути, кроме арены и вот этих вот к расписанию привязанных ивентов ничего нет. Осады, ну это тоже как бы расписание. Поэтому именно такого вот Open World PvP контента в Tron and Liberty не хватает. И он здесь прям просится, понимаете? Просится, потому что, как я уже говорил, Tron and Liberty это все-таки, что бы там они, я имею в виду NCSoft, не говорили, это духовная наследница линейки. Многие игроки ее и воспринимают как своеобразную Lineage 3. Поэтому Open World PvP это то, что здесь быть просто обязано. Хорошая новость, причем без всяких «но», заключается в том, что такое PvP должно появиться в игре уже в октябре месяце этого года. Я так понимаю, вместе с релизом глобальной версии проекта, но это, конечно же, не точно. Понятно, что в идеальном мире разработчики хотели, чтобы корейская и глобальная версии по контенту шли, что называется, ноздря в ноздрю, но, думаю, понятно, что это не всегда будет так. Что же касается непосредственно вышеупомянутого Open World PvP контента, насколько я могу судить, это будет что-то вроде постоянно действующей PvP зоны. Кое-кто вангует, что это будет межсерверный ГВГ Battleground, где будут мериться причиндалами исключительно гильдии, причем в количестве сразу нескольких штук. Ну и это, конечно же, хорошо, много ГВГ не бывает, просто для гильдии мне кажется, что в Tron and Liberty и так в принципе хватает контента. Еще раз, конечно же, лишним не бывает ГВГ, но как насчет соло-игроков, конст-пати, может быть, можно было бы как-то подумать в этом направлении, чтобы просто вот соло-игроки или действительно там конст-пати какие-то могли приходить в эту PvP
толоку и чем-то там себя занимать. Просто мне кажется, что вот как раз-таки этот пласт контента несколько не освоен в Tron and Liberty. Чтобы, знаете, как в старые добрые времена устраивать кому-нибудь веселую жизнь на спотах. В общем, вы поняли. Как по мне, такой вид контента в рамках PvP-зоны смотрелся бы очень недурственно. Организовать интерес для посещения подобного рода локаций, думается, мне труда не составит. Особенно для NCSoft. Ну и, наконец, самое главное, адекватные серваки, то есть имеется в виду с адекватным пингом для наших широт. Да, все мы прям ожидали от NCSoft такого мува, он был весьма и весьма логичен, этот мув, но его не случилось, во всяком случае сейчас, то есть до 28 августа, там то ли мердж должен был произойти, то ли новые серваки должны были ввести, пока этого не происходит. Я так полагаю, что не происходит именно ввиду занятости разработчиков, ознакомьтесь с выше обозначенным списком, то есть заняться до глобальной версии им определенно есть чем. Означает ли это, что таких серваков не будет вообще? Конечно же нет. Проблема заключается в том, что все те игроки, которые пришли в корейскую версию Tron and Liberty, они точно так же из этой корейской версии Tron and Liberty уйдут в глобальную версию за авторством, скажем так, Amazon Games. И да, там будут проблемы, у всех будут проблемы, но у нас, то есть у наших игроков, будут, скажем так, проблемы совершенно другого толка, потому что нас вообще не хотят видеть в этой игре. От слова совсем не хотят видеть. И да, тоже все равно нам придется пользоваться дополнительными сервисами, могут еще и забанить. Короче, проблемы будут со всех сторон, но в любом случае там, по крайней мере, будет адекватный пинг. И я вот честно, я не понимаю, да, вы заняты, я имею в виду NCSoft, но, блин, ну вот столечко, вот писюлечку выделить ресурсов на то, чтобы запустить там несколько дополнительных серваков, никаких проблем, на мой взгляд, в этом нет. Но они почему-то решили этого не делать. Может быть, время еще терпит, что-то будет от них. Может быть, какое-то решение будет. Но пока, вот как говорится, что имеем, то имеем. Придется, в случае чего, идти и мучиться с Amazon Games. Мне не хотелось бы этого, но пока ситуация складывается как-то так. Ежели чего, подавляющее большинство крупных рутагов играет сейчас на корейском сервере Gridal. Возможно, кто-то еще не в курсе, и ему будет это полезно узнать. Amazon же, в свою очередь, готовит там какую-то рекламную демонстрацию PvP-контента Tron and Liberty с участием активных гильдий и контент-мейкеров. Нас это, понятное дело, никак волновать не должно, но, по крайней мере, судя по срокам проведения ивента, релиз глобальной версии в очередной раз переносить не собираются. Хотя, с другой стороны, это же Amazon Games, им не впервой объявлять о переносе в самый последний момент. Кстати, это, я имею в виду перенос, далеко не такое уж невозможное стечение обстоятельств, особенно с учетом того, сколько всего добавить и переработать хочет NCSoft. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.